Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и сегодня, я надеюсь, что у нас получится увлекательное путешествие, потому что мы вместе с вами покорим горный хребет Таракташ, который находится недалеко от Судака, вот в селе Дачное. Если вы проезжаете в Судак, то по-любому это село тоже проезжаете. В общем, друзья, гора Таракташ в переводе с крымско-татарского означает каменный гребень. Это действительно так, потому что своим очертанием она напоминает гребень. Я вам сейчас тут фоточку прикреплю, смотрите. Протяженность этого хребта составляет 4 километра, а высота более 500 метров. Поэтому сегодня будет максимум экстрима. Надеюсь, вы его выдержите, друзья. Не переживайте, видео вышло, со мной все в порядке. Надеюсь, еще мы сегодня с вами найдем также подснежники с другой стороны этой горы. И я хочу найти горный источник, с которого питается река Сауксу. Я так подозреваю, что это и есть начало этой самой реки. Поэтому мы сегодня с вами все это отыщем. Возможно, встретим сон-траву, потому что на склонах Таракташа с той стороны должна быть сон-трава. Не переключайтесь, будет интересно. Полетаем на коптере, получим максимально экстремальные кадры. Но мы с вами начинаем. В Крым пришла настоящая весна, потому что сегодня очень жарко, градусов 15-18 тепла. Если еще вчера я ходил в курточке, вот так замерзал, то сегодня я хочу еще снять кофту. Я, наверное, дальше сниму, потому что мы начинаем подъем. Я уже не могу идти в кофту, друзья, жарко. Поэтому в Крым пришла настоящая весна. Тепло, как мы долго тебя ждали. Вот как выглядит горный хребет Таракташ с такого ракурса. Посмотрите, вот эта скала вообще напоминает голову какого-то рыцаря в шлеме. И если он смотрит, смотрите, налево, прям на гору Лягушка. Вот эта гора Лягушка. Но с этой стороны, к сожалению, мы не можем понять, почему она Лягушка. Если вы не были в Судаке, то вы не поймете. Вам нужно, друзья, с другой стороны заезжать, со стороны Симферополя. Тогда будет очертание лягушки, которая взбирается на гору. Фоточку я тоже прикрепляю. Смотрите, как она выглядит с другого ракурса. А у нас первый привал. Друзья, подниматься в жару, я вам скажу, непросто. Это тяжело подниматься в жару. Как мы будем летом путешествовать по горам, я не представляю. Благо, сегодня взял с собой бутылочку маленькую с водой, поэтому мы не умрем хотя бы от жажды. Так, что еще интересного рассказать про Таракташ? В районе Таракташа было найдено 2 клада. Первый был найден в 1908 году. Состоял он из 2000 боспорских и римских монет. Понимаете, друзья, какое место? Поэтому, возможно, мы тоже с вами найдем какую-нибудь монетку. Нужно идти, смотреть под ноги, потому что после дождей почва размывается. Возможно, что-то действительно удается найти. Второй клад был найден уже, можно сказать, в наше время, в 2000 году. Он был найден на соединении двух этих гор. Я вам покажу это место, если сегодня туда дойдем. И там был, друзья, найден клад. Он тоже древний, древнеримские монетки там находили, разное золото, украшения. Поэтому, как видим, здесь обитали древние жители. Эту гору они чем-то облюбовали. Непонятно чем, здесь у нее крутые склоны. Здесь что, нет плодородных земель, в принципе. Но получается, что эта гора соединяет ущелье, и внизу у нас проходит единственная дорога, которая ведет со стороны Симферополя. По-другому сюда никто не мог пробраться. Возможно, здесь строили укрепительные сооружения. Насколько я читал, что здесь тоже какая-то была укрепительная стена. До наших дней она не дожила, и враги, кто нападал, не могли через нее пройти. Им было сложно. Поэтому еще вот такое есть мнение, такие истории в интернете. Очень интересно почитать про эту гору. Вот начало нашего хребта. Вблизи он выглядит намного интереснее. Посмотрите, какие живописные скалы. Они такие острые вверху. И нам нужно будет пройти по самому верху этих скал. Друзья, будет экстремально, но мы с вами подготовлены. У нас есть опыт. Вы ни в коем случае этого не повторяете. Все трюки выполнены профессионалом. На южном и западном склонах хребта были обнаружены раннесредневековые поселения. За 20 лет археологии откопали на Таракташе 3 святилища 1 века нашей эры. И я, походу, вот нашел что-то похожее, друзья, на одно из таких укреплений. Как видим, возможно, ну, кладка, явно, что это делал человек ее. Видите, какая-то здесь стена. Возможно, здесь тоже было какое-то такое укрепление, либо святилище. Это находится прямо возле вот этой большой скалы. Вот так, друзья. Такие древние укрепления здесь есть. Смотрите, ящерицы проснулись. Нет. Значит, и змеи проснулись. Ух, друзья, блин, напугала меня саранча огромная. Думал, на меня змея прыгает. Саранча тоже проснулась, будьте аккуратны. Я чуть инфаркт сердца не получил только что.
Все, смотрим теперь в оба, потому что вот в таких скалистых местах, я думаю, будут жить и змеи, которые вышли погреться на солнышке, а весной они будут максимально агрессивные, потому что только что они вышли после зимней спячки, хотят есть, у них там накопился яд за всю зиму. Смотрите, путешествуйте сейчас максимально осторожно в горах, либо возле водоемов. А у нас первая смотровая площадка, посмотрите, какие здесь склоны, друзья. Но это еще не опасное место, поэтому спокойно здесь можем идти. Падать невысоко, как говорится. И какая же красота открывается, смотрим. Там-да-дам-да-дам. Смотрите, гора Лягушка прямо перед нами. Село Дачное, вон вдалеке город Судак. И видно даже Генуэзскую крепость отсюда. Вот такие шикарнейшие места просто. Внизу очень интересные какие-то скалы. Мне нравятся вот те две скалы. Посмотрите на их форму. Они как будто какие-то столбы обточенные и вкопанные вот так возле этой скалы. Пишите свое мнение по этому поводу. Что думаете? Приблизить жаль не получается на GoPro-шечке. Но очень интересная форма. Первый раз их заметил, когда здесь путешествую. И вот, друзья, та трасса, по которой вы, скорее всего, приезжали в Судак. Которая ведет из Симферополя, Старого Крыма. Все едут по этой трассе. Есть здесь и вот такие гроты. Ой, друзья, куда мы забрели с вами? Главное, чтоб змея не поползла на нас. Так, нам здесь пробраться. Придется снимать рюкзак. Очень узкий проход. Так, держим. О, держись, Александр. Ты выберешься отсюда. Ай-яй. Вот такой гротик был у нас небольшой. Он еще идет дальше. Дальше мы с вами не полезем, потому что там вроде бы тупик, насколько я вижу. Обратите внимание, вот проходит такая жила, размер ее около 1,5 метра. И это все вот такие кристаллики. Просто я раньше этого не замечал. Смотри, какая у них структура очень интересная. Вот такие горы у нас есть в Судаке. Выглядит прям очень и очень круто. Если подойти близко, то вы увидите. Смотрите. Как какой-то домик, многоэтажка похожа. Видите, такие квадратики. В общем, действительно очень уникальная гора. Такого еще большого образования вот этих кристаллов я нигде не встречал. В Крыму. Смотрите. Они прям идут. Разные есть. На солнце они так блестят. Я сдалека их увидел, решил подойти посмотреть, что это так блестит. Как это называется? Мы в детстве это назвали кремни, потому что мы находили белые кусочки, таких штук били друг от друга и получались искры. Как называется оно, напишите в комментариях. Видите, такая целая жила идет, пласт. Воу, разные тут есть кристаллики. Конечно, очень необычно такое видеть. Как же я люблю вот такие одиночные походы. Можно посидеть, подумать о чем-нибудь, о своем на вершине горы, друзья. Чувства просто непередаваемые. Если идете в какой-то компании, но это будет совсем не то. Вот, когда я с компанией хожу, таких ощущений нет. Вот когда один, это невозможно передать ни на какой камере, друзья, никакими словами. Это нужно просто самому почувствовать. Это невероятное ощущение. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Но хоть мы здесь уже и бывали, но все равно ощущения, друзья, непередаваемые. Не знаю, как вам их описать. Это круто. Ну, сейчас покажу вам вид. Мы уже поднялись на небольшую вершину. Отсюда открываются замечательные виды. Смотрите, какие красивые горы. Вот сам этот хребет, он так идет, 4 километрика. По вершине, чтобы пройти, нам нужно вокруг немножко обойти и там подняться. Потому что вот здесь подняться будет нереально. И смотрите, как же здесь красиво, друзья. Какие открываются виды. Просто сумасшествие какое-то. Вот дорога Симферопольская, которая в Судак ведет. В общем, красота. Никаким словом не описать. Вон вдалеке гора Лягушка. Вот эта голова великана, которую мы снимали снизу. Вот с этого ракурса она совсем по-другому выглядит. И вот у нас село Дачное. Раскинулось прямо здесь у подножья хребта Таракташ. И мы стоим здесь на вершине, если что. Экстрим кадры. Но, друзья, здесь прям какая-то такая атмосфера. Не знаю, как вам передать.
Очень мне здесь нравится уже. Но дальше еще лучше, еще красивее должно быть. Поэтому давайте отправляться дальше. Скалы покрыты вот таким грибком. Я знаю, что когда пройдет дождь, либо утром, когда сядет роса, здесь по горам невозможно будет ходить, они становятся очень и очень скользкими. Видите, какой грибок? И вот так все скалы ним покрыты. Прям какой-то такой насыщенный оранжевый цвет. Вот так, друзья. Этого никогда не повторяйте. Идем по вот такому узкому хребту. Воу. Главное, что нет сильного ветра. Воу. Вниз, конечно, падать нам неохота. Но не забывайте, мы на самом экстремальном канале Крыма. Поэтому такие кадры у нас должны быть. Воу, здесь прям вообще узкая, пчела еще прилетела. Улетает от меня. Воу, 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 ветер потише. Фу, друзья, почти спустились. Есть вот такие окна, вид с которых открывается невероятно. Смотрите. У-у-у-у. Красота. Просто. Вон вдалеке Судакская крепость находится. Не знаю, видите или нет. Кстати, вот перед нами гора Перчем. Самая высокая гора Судака. Покорял я ее уже не один раз. Ну, круто, конечно. Мне очень нравится путешествовать по горам Крыма. Друзья, обязательно откройте для себя какой-нибудь горный туризм. Ходите на пешие прогулки. Поверьте, вы получите намного больше удовольствия, чем валяться на пляже. Это невозможно передать, это очень и очень круто. И полезно для здоровья. Поэтому не сидим, идем на какие-нибудь прогулочки. Можно недалеко какие-нибудь пешие прогулки. На тот же Перчем вообще подъем очень и очень легкий. Но виды, которые вы оттуда увидите, никогда не забудете. Первые цветы, которые мне повстречались, вот такие маленькие, желтенькие. Ай! Не кусай меня, шмель. Вот такие цветочки. Я не знаю, что это, как они называются. Если вдруг знаете, напишите. Смотрите, кого повстречал прямо на вершине горы, можно сказать. Это земляная лягушка. Она только, видимо, проснулась и вышла на солнышко погреться. Фу, выглядит так мерзко, друзья. Видите? Вот такие живности встречаются в горе. Вон ее норка выше, если вы можете заметить. И вот она вылезла, греется на солнышке. И скоро, я думаю, она же отправится к водоему, чтобы начать размножаться. Смотрите, какая. Я, честно говоря, в шоке. Первый раз вижу такое. И так близко эту лягушку. Смотрите, она вся в каких-то пупырышках. Ну, честно скажу, выглядит не очень приятно. Мерзко. Так, потому что она на меня не прыгнула. Вот такая лягушечка. Фу, она такая скользкая вся сидит. Но посмотрите на ее раскрас. Очень интересно, она раскрашена. Такая зеленая, серая, в пятнышках. Такая у нее маскировка. Это очень необычно. Так, друзья, лайк за лягушку ставим. Потому что кто вам такое бы еще показал? Горная лягушка, смотрите, где она находится. Вот в таком ущелье, практически вот на вершине горы. Как она сюда залезла, я просто не представляю. Мы на очень большой высоте. Здесь крутая такая горка. И лягушка выбрала вот это местечко, чтобы перезимовать. Я, честно говоря, не знаю, каким образом она сюда смогла пробраться. Ладно, не будем ей мешать, пусть греется дальше на солнышке. Ну, конечно, это круто увидеть лягушку. Весна, друзья, все просыпаются, вся живность. Теперь у меня появилась такая мысль, что гора Лягушка названа не из-за того, что там она своим очертанием напоминает лягушку, а от того, что там раньше, возможно, вот так же в скалах зимовали лягушки. Очень интересная теория. Я первый ее выдвигаю, потому что такого еще точно никто не показывал. Живая лягушка в горе. Так что, друзья, имейте в виду, когда вам будут говорить, почему лягушка в Судаке, отвечайте, потому что там живут настоящие лягушки. И если они не поверят вам, отправляйте им вот этот видеоролик, чтобы они сами убедились. Мы на вершине горного хребта Таракташ. Посмотрите, какие виды шикарные открываются. Кстати, вон продолжение этого хребта. Если ехать со стороны Судака, либо со стороны Симферополя по трассе, эти горы с той стороны напоминают очертания короны. Обязательно обратите на них внимание. И вот такие шикарнейшие пейзажи открываются. Посмотрите на эту долину.
Просто невероятно. Как же красиво. А с этой стороны у нас такие скалы живописные. Сейчас подойду поближе. Обязательно запустим квадрокоптер. Я должен здесь снять крутейшие кадры для вас. Показать вам всю эту красоту. Кстати, Таракташ, гора еще есть в Ялте, поэтому не нужно писать, что это не Таракташ. В Крыму две горы под названием Таракташ. А это и в Ялте. Я все прекрасно знаю, не нужно мне информировать, друзья. На той горе Таракташ в Ялте я тоже был, видеоролик на канале уже давно есть у меня. Смотрите на эту невероятную красоту. Просто дух захватывает от того, как здесь круто. Какие вершины гор, какие виды открываются. Ну, прям обязательно место к посещению. Но лучше идите с каким-нибудь гидом, потому что один вы здесь вряд ли сможете найти дорогу на подъем, потому что очень сложно, друзья. Ну и по тропкам по разным идти тоже неизвестно, куда они вас приведут. Вот такие красоты у нас в Судаке. Судак лучший регион с достопримечательностями, это однозначно. В одном маленьком месте столько интересных достопримечательностей сосредоточено. Сегодня я даже взял себе самсу. Сейчас будем покушаем на горе. Посмотрите, какая самса. Так, пакетик уберем в рюкзак. Вот, друзья, такая самса. Покупал в магазине в дачном. Она там очень-очень вкусная. Перекус легкий, и запускаем квадрик и двигаемся дальше. Нам еще долгий путь предстоит пройти, но покушать на вершине горы такое удовольствие, я вам скажу. Берите с собой бутерброды, либо покупайте какую-то еду и будете перекусывать тоже в горах. Еще у меня водичка есть, поэтому сегодня в полном боевом комплекте я. Друзья, очень вкусная в этом магазинчике самса. Тем более в горах, когда ешь. Это круто. На природе. С такими шикарными видом. Вид у меня сейчас на Судак. На дачное. Смотрите. Вот такие виды открываются. Шикарные.
сейчас немного спустился в лес, чтобы подняться на другую вершину. И, друзья, что я нашел? Как я вам обещал, поляны подснежников. Мне кажется даже, что здесь покруче, чем на Аюдаге. Здесь такие огромные, ровненькие подснежники. И здесь, самое главное, нет ни одного человека. Посмотрите, все устелено подснежниками. Это прям рядом с Судаком. Не нужно никуда ехать за какими-то подснежниками. Они все здесь. Зрелище просто фантастическое. Показываю вам, чтобы вы понимали, о чем я сейчас говорю. Посмотрите, какие они огромные. На Аюдаге точно я таких не встречал. Посмотрите, какая красота, друзья. Ну просто фантастика. Это все рядом, рядышком Судак. Вот он вам Судак. Все достопримечательности, все интересные места собраны здесь. Еще раз в этом убеждаюсь. Посмотрите, просто весь лес, весь склон горы в этих подснежниках. Они такие белые, друзья. Ну просто все раскрылись уже. Как же это круто выглядит. Не знаю, как вам описать все это мое настроение, все мои ощущения. Посмотрите, весь склон горы в подснежниках. Я думаю, если мы еще спустимся ниже, там их будет намного больше. Ну, конечно, красота. Что я могу сказать? Вот вам Судак. Всех жду в Судаке. Такие шикарные подснежнички. У нас уже практически закат. Ну, красота, друзья. Не будем их мять, не будем их рвать. Пусть они растут. Так, аромат. О, друзья, какие они ароматные. Супер просто. Вот такой Крым я обожаю. Когда я один где-то путешествую, попадаются такие места, и каждый раз открываю для себя что-то новое. Мы здесь нашли прям целую поляну подснежников. Они ровненькие, красивенькие. Обязательно сейчас здесь пофотографирую их, выгружу в свой инстаграм сегодня пост. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в закрепленном комментарии. В общем, место, конечно, фантастическое. Здесь никого нет. Просто мы с вами одни лежим, отдыхаем вот так в лесу. Это, конечно, круто, друзья. Люблю вот такие путешествия. Просто сохнет, чтобы вам все это описать. Подснежники не мнем, сразу говорю, и рвать их тоже нельзя. Они занесены в Красную книгу, поэтому, друзья, не наносите вред природе. Пусть они себе растут, вот так радуют каждый год нас своим цветением весной. Чувствуется весна, чувствуется пробуждение природы. Уже скоро лето начнется. Курортный сезон, все приедут на отдых. Но весной тоже стоит приехать, хотя бы ради вот таких подснежников шикарных. Я еще сегодня планирую найти сон-траву. Не знаю, удастся. Не знаю, где оно место, где она должна расти. Но проверим, есть она там или нету. Что здесь происходит? Здесь миллионы этих подснежников, друзья. Они такие густые. Посмотрите, как много цветов. И буквально весь лес заслан вот такой белой поляной. Это намного круче, чем на Аюдаге, я вам скажу. По моим ощущениям. Смотрите, какая же красота. Просто я не могу нарадоваться. Нашли такую поляну подснежников. Теперь будем знать это место, где вот так цветут весной подснежнички. И в следующий раз я первый в Крыму сниму подснежники. Поэтому такое место рядом с Судаком очень интересное, очень красивое. И здесь просто намного интереснее, чем в других местах, которые я был. Ну просто никакими словами не описать всю эту красоту вам. Просто весь склон в подснежниках, все белое. С этой стороны горы обнаружил много вот таких ям. Смотрите, скорее всего, я думаю, что это черные копатели, что-то здесь искали. Видно, что они что-то здесь нашли. Посмотрите, какие глубокие ямы. И их здесь, друзья, очень-очень много. Прям по всему лесу эти ямы. Интересно, какие находки они здесь понаходили. Ну, если такую яму копали, то я думаю, что это что-то стоящее было. Смотрите, там яма, здесь еще больше яма. Вот такие у нас черные археологи. Понаходили какие-то интересные вещи и молчат. Сон травы, к сожалению, здесь нету, но, друзья, нашел крымский шафран. Вот он, посмотрите. Тут тоже, я не знаю почему, но на этой горе какие-то огромные все цветы. В других местах я тоже видел эти цветы, но они были намного меньше, у них бутоны. А здесь они прям очень-очень большие. Сами посмотрите. Но они здесь прям очень большие и красивые. Смотрите, как куда-то завернулся цветочек. Красиво. Просто. Вот такая крымская весна. Этот бутон вообще гигантский. Крымский шафран, у него другое название крокус. Поэтому крокус и шафран это одно и то же, чтобы вы знали.
Вот такая весна в Крыму. Но я сюда поднялся, чтобы покорить еще одну вершину, чтобы показать вам виды с гребешка Таракташ. Такой же немного другой ракурс. Сейчас поднимемся. Тоже здесь запущу квадрокоптер. Покажу вам виды с камеры. Ну, в общем, друзья, места здесь удивительные. Здесь такая царит атмосфера. Просто природа. Что может быть лучше? Вон та гора, которую я называю Корона. Она похожа на корону. Здесь тоже такие два камня огромные стоят. Вот в этом камне есть небольшой грот, углубление. Я там когда-то прятался от дождя, когда ходил сюда в поход. Поднялся. Такое ощущение, что я нахожусь на вершине мира. Друзья, это так прекрасно. Такая природа в Крыму. Невероятно. Сейчас покажу вам виды. Они просто захватывают дух. И еще здесь тоже полетаем на квадрокоптере. Не переключайтесь, будет интересно. Смотрите. Смотрите, красота открывается на 360 градусов. Впереди у нас гора Ай-Георгий. Внизу находятся виноградники. Там даже сейчас трактор. Внизу у нас находятся виноградники. Там даже трактор сейчас работает. Вот, смотрите, какие горы. Они еще не зеленые. Летом покроются зеленью. Вот у нас дачная. Судак. Тоже горы судакские. И с этой стороны, смотрите, какой вид. Мы идем прям по этому гребню, по вершине горы. Конечно, ощущения вам не могу передать. Еще ветерок у нас поднялся. Смотрите, какая красота. Просто вся долина у нас, все горы, все вершины гор, как на ладони отсюда. И вон дорога Симферопольская, куда далеко видно ее. Внизу у нас лес. Вот когда он позеленеет, тогда нужно все подниматься, чтобы больше еще красивее было. Все эти горы будут зелеными. Видите, там вдалеке участки, сосны высажены. Это люди сажали еще при Советском Союзе. Такие участочки пустые, которые были в горах. Их засадили зеленью. Молодцы. Сейчас не знаю, засаживают или нет, друзья. Кто знает, кто работает в лесничестве, напишите. Но виды фантастические. Ну, здесь, конечно, стоять немного опасно. Смотрите, что заметил. Горы, которые перед нами, они тоже напоминают своим очертанием древние пирамиды, которые засыпались землей. Смотрите, здесь 3 такие пирамиды. 1, 2 и вот 3. Что скажете по этому поводу? Жили ли здесь какие-то древние цивилизации? Строили ли они эти пирамиды? Ну, действительно, очень напоминает отсюда такой ракурс. Вот особенно вот это центральное и вот это. Их немножко откопать, и будут пирамиды.
И вот так выглядит первый источник, который мы с вами нашли. Он здесь никогда не пересыхает. Мы были в том году и в этом году. Здесь постоянно течет вода. Скорее всего, какие-то источники бьют прямо из горы. Видите, там капает с расщелины. И вот так водичка. Это один из притоков реки Суксу, которая протекает через весь Судак. Вот такая водичка. Так, друзья. И вот так она по руслу уходит. Все такие мелкие речки соединяются потом в одну большую. Посмотрите, ни дождей, ни снега, ничего в горах нет, а вода здесь течет. Поэтому вода тут есть всегда в этом роднике. Живой родник. Вот такой здесь находится. Второй источник, который я вам и хотел показать. Называется он колодец. Потому что, посмотрите, природа создала вот такую в скале круглую, так скажем... Природа создала вот такую круглую форму, напоминающую колодец. Вот так течет водичка. Здесь этот источник тоже не пересыхает. Сейчас покажу, откуда вытекает он. Вот, смотрите. Откуда бежит водичка. Вот, друзья, из какого-то ущелья. И посмотрите, какие цветочки здесь обнаружил. Прям возле этого родника растут вот такие. Я первый раз такие, кстати, вижу. Не сон трава, но тоже красивые. Просто шикарно. Потому что здесь водичка, им есть чем питаться. Здесь повышенная влажность. Красота, конечно, смотрите. Водичка течет. Я сейчас, конечно, умру от жары и попью в этом источнике. Я уже здесь пил в том году. Не умер, друзья, не заболел, все было нормально. Давайте попьем воды в этом источнике. И здесь тоже растут эти цветы, смотрите. Но если цветы растут, значит и мы не умрем после этой водички. Вот так она выглядит. Что, давайте пить. Вкус вроде бы, друзья, нормальный. Вот так попили воды из горного источника. Надеюсь, это источник силы, который нам еще пригодится, который утолит мою жажду. Но вот такая красота у нас в лесу, возле Судака. Здесь тоже какие-то листочки такого вот плюща плавают. Или он тут растет прямо в воде, непонятно. Но водичка сверху чистая. Ну что, друзья, я думаю, что на этом мы и завершим наш видеоролик. Вот такую красоту вам сегодня показал. Обошли, честно скажу, очень много километров, много мест прошли. Я очень устал, потратил сегодня много сил на этот видеоролик. Я прошу вас выделить свою 1 минутку, потратить ее на то, чтобы поделиться этим видеороликом в своих социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках. Возможно, отправить ее друзьям в Viber, WhatsApp. Это очень поможет моему, друзья, каналу. Поэтому очень вас прошу, делитесь видеороликом. Ну и все, с вами был я, Александр Михаленко. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, приглашаем друзей. Встретимся мы уже завтра в новом шикарном видеоролике. Всем пока!